Привет, друзья! Для начала разделаем нашу скумбрию. Отрезаем так называемую шею рыбы вместе с первыми плавниками. И разделяем на две части. Не пренебрегайте этими кусочками, это известный деликатес японской кухни. Дабы избежать возни с косточками во время еды, отделяем филе. Благо в скумбрии этот процесс очень простой. Кроме основного хребта и реберных костей, есть тоненькая полосочка по бокам рыбки, в которой сосредоточены все мелкие косточки. Мы эту полоску просто вырезаем. И вуаля! Получаем удобные кусочки филе. Жареная рыбка – всеми любимый деликатес. И чем жирнее рыбешка, тем она нежнее и вкуснее. И тем больше жирных брызг по всей плите и кухне, как бы вы ни прикрывали сковородку. Да и запах по всему дому, не как на лавандовом поле. Но есть способ избежать и неприятных запахов, и генеральной уборки на кухне после каждой жарки рыбы. Маленькая настольная духовочка прекрасно справляется с этими задачами. Устилаем противень пищевой фольгой, это значительно облегчит вашу жизнь после готовки. Выкладываем филешки и кусочки шеи на противень, кожицей вверх. Смазываем растительным маслом все поверхности рыбных кусочков. Это необходимо для одновременного и равномерного нагрева. Посыпаем солью. Перчить на этом этапе я не рекомендую. Перец просто будет гореть. Это лучше сделать потом при подаче. И в духовку на верхнюю полку на режим бройлер. Это 230 Цельсия, 450 Фаренгейта на 20 минут. Как только достали рыбу из духовки, переложите ее в блюдо и полейте соками от рыбы и масла из противня. Приятного аппетита! Напишите в комментариях, какую рыбу предпочитаете вы. Подписывайтесь для новых рецептов. До встреч на канале.